Как психологу создать свой психологический бизнес? Как, другими словами, из роли эксперта перейти в роль предпринимателя? Я это вижу как запрос у многих моих коллег, которые начали практиковать как психологи, получили хорошую базу клиентов, в этом развивались успешно и так далее. И на каком-то этапе, это может быть, ну, то, что я вижу, где-то пятый, шестой год практики, у некоторых моих коллег появляется ощущение некой коробочки, да. То есть хочется, ну, что-то больше, то есть, да, психология нравится, да, нравится работать с клиентами, но есть ограничения в доходе, потому что ваш доход ограничен вашим личным временем. Если вы можете брать 5 клиентов в день, вы больше не можете. Все. Ну и стоимость одной сессии тоже, если ориентироваться на рынок, она, понятно, такая стоимость, да, растяжимая, но тем не менее верхний какой-то потолок тоже есть. Вот, и получается, что вот многие, да, мои коллеги говорят, вот я уехала в отпуск на 2 недели, все, у меня денег нет, ну, деньги не идут новые, а хотелось бы какие-то дополнительные источники, ну, то, что сейчас говорят пассивного дохода или там полупассивного, или, ну, в общем, где-то, где бы работала система, а не вы лично руками. Да? И вот еще раз, да, многие эксперты к этому приходят и начинают смотреть по сторонам в поисках того, а как же перевести свою экспертность в некий бизнес, некую систему, которая работает частично без меня и которая ну, дает возможность выйти из этих ограничений финансовых, и временных, и денежных, и экспертных в том числе, да, вот, по формату работы и прочее. И у меня лично тоже такой был момент, да, когда я много работала в индивидуальном подходе и в формате индивидуальных консультаций, когда я начала чувствовать вот такую вот коробочку, я начала делать какие-то небольшие группы, там, тренинговые, терапевтические и так далее, но вот все равно коробочка, ощущение коробочки у меня было. И для меня выходом из этой коробочки стало создание компании, да, Европейская школа психологии, которая, по сути, уже переросла в такой системный бизнес, работающий без меня. Да. И вот то, за счет чего это получилось, есть одна очень важная вещь, и я о ней хочу сегодня сказать. И то, чего очень многие мои коллеги не делают, и мне кажется, из-за этого не получается перевести свою экспертность в бизнес. Когда эксперт, да, вот он сидит, работает, ну, условными руками, ну, своими мозгами, но неважно, но он работает как эксперт, у него нарабатывается его личная экспертность. И когда у него появляется идея создать бизнес, он автоматически, это даже часто не осознается, но он думает так, что экспертность моего бизнеса, моей компании равно моей экспертности. Например, если я эксперт в том, чтобы работать с депрессией, да, то и моя компания будет в этом экспертна. Ну, то есть, может быть, руками, мозгами и душами других людей, других психологов, но вот про это же. Да, то есть я беру вот эту свою экспертность и как будто бы хочу ее масштабировать через компанию. И очень часто это тупик. Те бизнесы, которые я вижу, когда вот получился этот выход эксперта в успешный бизнес, кстати, не только в сфере психологии, в сфере дизайна это часто бывает, фотографии, там, искусства разного и так далее, режиссуры, вот, ну, то, что я, по крайней мере, наблюдаю, ваша личная экспертность и экспертность вашего бизнеса – это разные вещи. Поясню, вот покажу пример. У нас не так давно в Европейской школе психологии мы проводим такую бизнес-игру Inception, да, это наша разработка. И вот у нас была участница, психолог, которая создала бизнес, то есть она соединяла, да, с одной стороны психологов, начинающих, которые хотят практиковаться, ну, попробовать с клиентами работать, да, а с другой стороны
клиентов, у которых есть запрос на работу с психологом, но нет денег на оплату таких, ну, условно, полноценных консультаций. Она говорила, да, что это начинающие психологи, но вы за небольшие деньги получаете достаточно профессиональную помощь. Вот. А для психологов они не получали эти деньги, но они получали возможность практики с реальными клиентами. Вот. Ну и вот те деньги небольшие, которые клиенты платили, это был как-то раз заработок компании за то, что вот, компания это все организует. Она пришла к нам на игру с запросом о том, как расти дальше, масштабировать компанию и так далее. И как раз в какой-то момент, Inception такая технология, которая позволяет сразу, знаете, вот проникнуть в суть, да, и увидеть ситуацию с такой стороны, с которой вы никогда бы не увидели в рамках просто обычных обсуждений, размышлений, индивидуальных, групповых, неважно, там, коучинговых сессий. Вот, Inception, она спроектирована так, что она находит вот прямо яблочко, да, вот. И мы увидели следующее, да, что автор этого проекта, у нее есть путаница ее собственной экспертности как психолога и экспертности ее компании. И для того, чтобы компания росла, нужно понять, какая ключевая экспертность компании. И вот мы во время игры, ну, вот собственник этой компании, она увидела то, что, возможно, ключевая экспертность ее компании – это уметь правильно подобрать психолога под конкретный запрос. Вот на самом деле экспертность ее компании. Да? Но это не ее личная экспертность, она не знает, как это делать, она хороший психолог. Да? Но компания это не хороший психолог, это что-то другое. Это, например, сервис, который помогает очень классно, точно подобрать психолога под запрос клиента. И это ключевая экспертность компании, вокруг которой этот бизнес растет. Вот. И если вы эксперт, психолог или эксперт в другой сфере и хотите в этой теме создать бизнес, подумайте о том, какая ключевая экспертность вашего бизнеса будет. И часто, повторюсь, это такая внутри происходит путаница с ключевой экспертностью самого человека. Но это разные вещи. Если вы понимаете основную ключевую экспертность вашего бизнеса, вы понимаете, как его развивать, вы понимаете, как дальше расти, вы понимаете линейку продукта, вы понимаете маркетинг, вы понимаете ключевые какие-то смыслы, которые вы транслируете, а значит, у вас есть продажи, деньги и хорошая доля рынка.